Новый год– время волшебства, и, конечно же, стоит ожидать, что перед завершением года в игре также планируется и глобальное обновление, и более ощутимая кампания, и вместе со всем этим и новый контент в eFootball. И не так давно из продолжительной спячки выбрался Ренан Гальвани, слухи и новости от которого мы не слышали достаточно давно, и именно он поделился подробностями того, что ожидает нас в ближайший месяц, последний месяц 2025 года. И в сегодняшнем ролике я предлагаю об этом поговорить, обсудить контент, который мы увидим в декабре, и что в целом ожидать от этого месяца. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Забегая наперед, весь представленный список, он достаточно предсказуемый, и здесь пока что нет чего-то такого, чего бы мы не могли представить самостоятельно, о чем не могли догадаться также самостоятельно. Но, как отмечает Гальвани, в будущем, перед непосредственным обновлением, список того, что мы увидим, должен пополняться. И получается, что те или иные подробности и дополнения представленного списка мы увидим также в ближайшее время. Но на данный момент известно, что в декабре, в период с 4 по 11 число ожидается глобальное обновление для игры. Это как раз таки то самое обновление, о котором я упоминал в одном из предыдущих роликов, отмечая, что в принципе за всю осень не было новостей о грядущем глобальном обновлении, как это всегда было под конец года, в предыдущей части, в позапрошлой части, ну и так далее. И вот наконец-то такие новости появились, и вот как отмечает Гальвани, с 4 по 11 декабря стоит ожидать глобальное обновление для игры. Там, где глобальное обновление, соответственно, и обновление игрового процесса, и непривычное изменение баланса, как это происходит в любой рандомный четверг, а именно, что изменение каких-то конкретных аспектов игры. И поэтому с этим декабрьским обновлением, обновление геймплея будет также ощутимым. Правда, по какой части, изменит ли он нынешние забросы, или изменит любой другой баланс, который ныне присутствует в геймплее, это, к сожалению, остается неизвестным. Но в комментариях вы можете попытаться предугадать и в целом выдвинуть свои предположения, какие аспекты геймплея именно в нынешнем его проявлении можно было бы отредактировать. Учитывая, что с момента появления такой функции или в целом нововведения как сокровища, мы ничего про них все это время особо не слышали, но, как отмечает Гальвани, именно в декабре наиболее вероятно их возвращение. И в принципе, как я и говорил в начале ролика, до этого несложно было догадаться, опять же, учитывая, насколько ощутимый промежуток уже существует с момента того, как сокровища появились и пропали, и по сегодняшний день. Но, в принципе, да, с декабрьской кампанией, с праздничной кампанией наиболее вероятно возвращение сокровищ. Правда, все еще остается актуальным вопрос, а не заменят ли вот эти сокровища те же самые кампании с селективными контрактами, когда мы могли выбрать какого-нибудь игрока на выбор за прохождение матчей в рамках кампании. Но поживем увидим. Ну и последнее, более-менее ощутимое изменение, которое ожидается с декабрьским обновлением, это изменение внешности футболистов, в частности, физикой волос у некоторых игроков и появлением татуировок у отдельных футболистов. Но это изменение по большей части касается мобильных устройств, ведь, как некоторые из вас помнят или даже знают, ибо играют только на мобилках, именно с 26-й части графическая часть претерпела ощутимые изменения, из-за чего татуировки и физика волос на тех же самых мобилках также стала более заметной. И вместе с декабрьским обновлением количество футболистов, у которых появятся татуировки и анимированные волосы, станет намного больше. Просил ли кто-нибудь об этом при всех нынешних проблемах и отсутствии интересного контента в игре? Ну, вряд ли. Но, тем не менее, это также ожидать стоит. Ну и на сегодняшний день это весь контент, который нам известен, который ожидается в декабре месяце. В одном из следующих роликов на этом канале я предлагаю вспомнить прошлогоднюю зимнюю кампанию, которую мы, по сути, переживали год назад, какие карточки тогда раздавали за селективный контракт и что мы для этого делали. И, в общем-то, обо всем этом и не только мы постараемся вспомнить уже в ближайшее время.